Привет всем! Сегодня я хотел записать небольшое видео, как сделать простую интерьерную анимацию. Вот примерно вот так она будет выглядеть. Вот. И я ее хочу потом отрендерить в формате видео 360 градусов. И здесь у меня вообще сборная солянка. Я скачал две бесплатных сцены с сайта blendswap.com. Две low-poly интерьерные сцены. Вот эта часть и вот эта часть. И я просто их развернул под нужным углом друг к другу и объединил в одну комнату. А камера находится посередине. Вот этот желтый прямоугольник. И при проигрывании камера будет смотреть на вот эти два окна, но, естественно, все можно будет оглядеть вокруг на 360 градусов. Я специально выбрал low poly интерьер, очень простой, без каких-то сложных, тяжелых текстур, чтобы все это как можно легче и проще рендерилось. Потому что у меня не пиксаровские мощности, и в настройке камеры у меня 6000 на 3000 пикселей, и всего лишь 30 сэмплов каждый кадр будет рендериться. И, как вы видели, как заметили, в принципе, довольно простые движения анимации у меня в этом видео будут. Это всего лишь движение по осям X, Z или Y, поворот, вращение определенных объектов и scale, масштабирование, как с полами здесь и с ковром. И сейчас я вкратце покажу, как это можно сделать. Все это делается довольно просто с помощью технологии ключевых кадров. Давайте рассмотрим, например, пол. Здесь нет, давайте начнем с вот этой тумбочки или столика, потому что с нее начинается движение в нашей анимации. Самая первая была она. И чтобы все сделать опять заново, давайте удалим вот эти два ключевые кадра, которые у нас тут были. Выделяем, нажимаем Delete, Delete и перемещаем ее туда, где она будет занимать окончательное положение. Нажимаем G на клавиатуре и нажимаем ось, по которой будет происходить движение. X, ось X. Вот здесь будет стоять наша тумбочка. И чтобы закрепить этот ключевой кадр, то есть последнее место, где будет находиться наша тумбочка в движении, нажимаем на клавиатуре клавишу I и выбираем Location, локация. Ошибочка небольшая вышла. Мы не выставили номер кадра, в котором номер кадра, к которому тумбочка должна находиться уже в этом месте. Как это сделать? Это выставляется здесь. Пусть это будет 20-й кадр нашего видео. Вот, 20-й кадр. Ну, просто все разнесло по сторонам, потому что для остальных объектов анимация уже выставлена, да, и
показывается, где находятся все эти объекты в 20 кадре. Поэтому такой хаос небольшой. Вот. Теперь, когда мы выставили номер кадра, выставили местоположение тумбочки, мы нажимаем I и нажимаем Location. Вот, у нас выставлен первый ключевой кадр. И теперь мы выставляем следующий кадр. Это будет кадр номер 1. И отодвигаем тумбочку или столик в то место, откуда он начнет свое движение, откуда начнется анимация. G, ось X, и двигаем сюда куда-нибудь. И нажимаем опять же I и Location. Все, у нас выставлено 2 ключевых кадра для этого объекта. И мы можем проверить анимацию этого объекта. Вот. Все работает. Следующее. Это простое перемещение. Анимация простого перемещения. Теперь можем поиграться с масштабированием. Тоже у нас здесь выставлено 3 ключевых кадра. Почему уже 3? Почему? Потому что первые 2 кадра отвечают за то, что они показывают, да, что весь вот этот временной промежуток с этим объектом ничего не происходит. И вот в этот промежуток, в короткий, да, у него происходит анимация. Происходит что-то с этим объектом происходит. Он двигается, изменяет размер или вращается. Вот, но нужно указать, что вот в этот промежуток с ним ничего не происходит. И давайте опять же. У меня здесь, насколько я помню, был 205 и 185 кадры. Удаляем их, чтобы просто опять все это сделать. Вот. И здесь выставляем первый кадр. Нажимаем. Также изначально пол был в полном размере, и я его для первого кадра уменьшил до такого маленького размера, то есть обычное scale, масштабирование, буква S на нашей клавиатуре. И вот уменьшил его до такого размера. Затем нажимаем I, выбираем Scale, появляется наш первый ключевой кадр. Затем 185 кадр. Опять же I, Scale, то есть мы подтверждаем, что до 185 кадра с ним ничего не происходит. Он сохраняет такой же размер объект. Следующий кадр 205. И вот в промежутке между 185 и 205 кадром будет происходить наша анимация. Мы опять нажимаем S, увеличиваем пол до нужного нам размера. И сейчас мы можем нажать опять I. Нажимаем Scale. Все, у нас появился третий ключевой кадр. Можем проверить, как это работает.
анимация масштабирования нашего ламината работает. И последний момент, который рассмотрим, это вращение на 90 градусов вот этой стенки. Тоже у нас здесь 3 ключевых кадра. Насколько я помню, это 20 по 35 может быть. Для чистоты эксперимента удаляем наши кадры. Выставляем кадр номер 1. Нажимаем I и выбираем Rotation, вращение. Следующий, 20. Также I на клавиатуре. Опять же Rotation, то есть ничего не происходит до 20 кадра. И теперь 35. Даже 40 нажмем. 40 кадр. И сейчас нажимаем R, вращение. И здесь выставляем просто 0. Вот. Нажимаем I и Rotation. Вот наша стенка поднимается. И в принципе можете уже на свое усмотрение делать анимацию различных, остальных объектов, просто поиграться, как кому все это больше нравится.